Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас вторая рука для сам себе мастера. Девочка делает ноготочки самостоятельно. Эту руку вообще очень неудобно делать, поэтому с этой рукой возникает намного больше проблем, чем с предыдущей. На что обратить внимание в таких случаях, я вам рассказывала во вчерашнем ролике, вы можете пересмотреть. Сегодня же мы точно так же убираем материал, придаем форму ноготочку, убираем немножечко длину. Кстати, если вы обратите внимание, предыдущая коррекция была сделана совсем недавно. Материал от кутикулы практически не отрос, и возникают небольшие проблемы, чтобы выпилить материал из-под кутикулы. Но тем не менее мы это делаем. Палочкой отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель. И самозамешанным материалом, который мы смешали из моделирующего геля и белой гель-красочки и кучи блесточек, этим гелем мы выкладываем новую архитектуру ноготка. Кстати, безумно красивый оттенок получился, надо будет его еще кому-нибудь заложить. После того, как мы все просушили, переходим к опилу. Снимаем излишки материала фрезой, допиливаемся пилкой. На это уходит совсем минимум времени. И после того, как у нас полностью выполнен опил, переходим к обрезаниям кутикул. И совсем недавно кто-то в комментариях писал по поводу того, что давно не было китайки у меня на канале. Так вот, тадам, китайская роспись. Набираем на косую кисточку 2 оттенка гель-красочки. Для китайской росписи следим за тем, чтобы кисточка была упругая, красивая, чтобы красочка для китайки была очень хорошо пигментирована, потому что плохая пигментация даст вам плохой, некрасивый полупрозрачный мазочек. Вот в первую очередь, на самом деле, в китайке самое главное – это краска. Даже не так важна кисть, как краска. Хорошие краски, хорошие кисти я вам оставлю ссылочку, где можно взять. И мы этими красками и кисточками вырисовываем китайку. В данном случае поэтапно подсушиваем наши ноготочки, для того, чтобы когда мы рисовали следующий уровень лепестков, предыдущий уровень у нас не размазывался. Прихватываем краску в лампе буквально по пару секунд, этого достаточно для того, чтобы она не тянулась за кистью, но и в то же время, чтобы не тратить время на полную просушку. Полностью мы просушим уже тогда, когда наш цветочек будет готов. Кстати, по китайской росписи у меня тоже есть онлайн-курс, и на нем немножечко изменились правила. Теперь этот курс на полгода, мы не ждем старта группы, вы можете присоединиться в любой удобный для вас момент и сразу же начать отработку. Отработка под моим контролем на 6 месяцев. Мы же тем временем, совершенно не думаючи, собираем себе цветочек. Сделаем красивые, интересные мазочки. Чем больше, чем интереснее мазочки мы сюда положим, тем интереснее и пушистее получится наш цветок.
Для того, чтобы наша цветочная композиция смотрелась поярче, обязательно добавляем зелень. Причем в зеленый оттенок я подмешала немножечко того же сиреневого цвета, которым рисовала тени на цветке. И у меня получается, что зеленый цвет, он вроде бы в той же цветовой тональности, как и мой цветок. После того, как наши цветы нарисованы, перекрываем ноготочки финишным покрытием и поверх финишного покрытия белой гелевой красочкой подчеркиваем наши лепестки. Я не люблю китайку без прорисовки. Я считаю, что китайка без прорисовки это скучно и неинтересно. Потому что когда мы добавляем прорисовку, все становится прям волшебненько. Смотрите, какие ногти у нас получились! Нежные цветочки. Очень красивые, Очень красивые. очень китайские, Очень китайские. замечательные. И замечательные. Сейчас мы увидимся В новых уроках. в новых уроках. И если хотите, подписывайтесь к каналу. Мы же на сегодня с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравился результат сегодняшних трудов. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока.